Всем привет! Сегодня фильм «Последний самурай», 2003 год, режиссер Эдвард Цвик, сценарий Джона Логана, в главных ролях Том Круз, Кен Ватанабе, Каюки. Бюджет 170 миллионов, сборы 456,7 миллионов. Сюжет. 1876 год. Японцы нанимают капитана Нейтана Олгрена для обучения японских солдат для борьбы с последними самураями. Оружие будет поставлять Америка. Все как всегда. Если в двух словах, то фильм о борьбе старого деревенского самурайского уклада с новым городским промышленным по западному образцу в Японии XIX века. И, конечно же, о любви, куда же без нее. Вроде все так просто, да не совсем. Самурайство — это же целая философия, одно харакири чего стоит. Можно сказать, на этом все пока, но нам надо позанудствовать, так что придется потерпеть. А теперь давайте дадим слово нашему японоведу, самураеведу. Давай, коллега. Я не столько про самураев, сколько про сюжет хочу сказать. Помню, когда смотрел после выхода, почти 20 лет назад, черт побери. Мне основная задумка показалась дико странной. Зачем они оставили в живых Белого, да еще и обучали у себя в деревне? Плюс поселили вместе с семьей убитого им человека. И сейчас это тоже смотрится неправдоподобно. Сначала я думал, это восхищение доблестью, но... Может, идея не так уж и плоха? Какие-то люди приехали в Японию, чтобы убивать самураев. Почему бы не узнать их получше? Фильм хороший, но все кажется не настоящим. Вот такое у меня ощущение. Что мы знаем об Олгрене? Американский вояка, в чине капитана, сражавшийся с индейцами. Для него это война в прошлом, так как он теперь в Японии. Но смерти индейских женщин и детей не отпускают его и приходят к нему кошмарной явью. Поэтому он много пьет, он груб, и чувство вины всегда с ним. Мне запомнилась сцена поединка не совсем выздоровевшего Олгрена с самураем под проливным дождем. Тот его лупит, а Нейтан каждый раз встает. Я тогда подумала, силы духа у него хватит на 5. А я 20 лет назад подумал, дурак. Сейчас мне кажется, что все ему настолько осточертело, что он надеялся, что удары деревянным мечом могут его убить. Если бы японцы снимали фильм о последнем самурае, наверняка они сняли, просто я не смотрела, то он был бы скучным и нудным, как наш обзор. Потому что я подозреваю, что самурайство — это бесконечные правила, законы, запреты, в общем, ничего веселого. Ну а Голливуд надо деньги отбить, поэтому хороший налет зрелищности, массовости, популярности, японской экзотики. Да, кстати, Том Круз в японском кимоно отлично смотрелся в японской среде. Очень органичное кимоно в деревянной архитектуре. Приведу диалог между сыном Така и Олгреном. Будет ли он убивать белых? Если они придут сюда, буду. Почему? Потому что они придут разрушить то, что я пришел любить. Такая ли была нужда уничтожать самураев? Пусть бы носили длинные волосы, стреляли из луков. Постепенно все это бы само ушло. Просто зачем они грабили поезда? Вот это их дискредитировало в моих глазах. Неужели приход нового всегда должен сопровождаться разрушением до основания старого? Неужели всегда нужна гражданская война? Как печально все это. А там, кстати, непонятно, что конкретно они сделали с поездами. Просто говорят, что напали. Была ли это диверсия именно в знак борьбы с новым режимом? Или они именно грабили, чтобы раздобыть себе каких-то вещей, так как жили они изолированы? А может, это было некое робингудство, так как Амура, владелец железной дороги, неоднократно упоминался как чрезвычайно богатый человек. И вообще сложилось впечатление, что все перемены нужны были ему. В конце император сказал, что раздаст его добро народу. Мне это показалось странным. Ни для императора, ни для самураев, которые всегда были высшим сословием, простой народ никогда не был интересен. Вряд ли они стали бы раздавать ему богатство. Это же феодалы-угнетатели. Насчет нового и старого. Если, например, взять дом, который нужно построить в конкретном месте, а там уже стоит старый, что делать? Надо ломать. Другое дело, что можно как-то подлатать, изменить дизайн, сделать пристройку. Но Япония была изолирована долгое время. Видимо, хотелось быстрых радикальных перемен. Дело в том, что в 15 веке начала развиваться внешняя торговля, особенно с португальцами и испанцами. И сёгун решил монополизировать эту область, то есть не давать другим развивать бизнес. Более того, он ввел закон, по которому запрещалось покидать страну и строить суда, пригодные для дальнего плавания. Наказание — смертная казнь. В то время произошло крупнейшее крестьянское восстание, Симобарское. Одна из причин влияния католицизма на этих самых крестьян. В результате изоляция усилилась. В 1868 году в результате революции сёгунат удалось свергнуть. Император вернул себе власть.
а в фильме 76-й год. Естественно, нужно было действовать быстро. Все эти разговоры, показанные в фильме, что самураи служат императору, это как туман, некая формальность. После свержения сёгуна, что они еще могли говорить? Как английская королева, вот сидит она как символ власти, но фактически не правит. А император хотел править. А тут остатки самураев палки в колеса вставляют. Что с ними делать? По сюжету генерал Хасигава, тот, который в европейской форме, раньше воевал под знаменами императора вместе с Кацумото. Что значит под знаменами, не разъясняется. Возможно, они поддержали императора в революции. Хасигава сам самурай, то есть, по всей видимости, он принял все новое и был по-настоящему верен императору. А Кацумото не принял. Это такой упрямый старпер, который надеется остановить прогресс мечами и стрелами. И если бы он в своей деревушке тихо жил по-своему, наверное, его никто не стал бы преследовать. В финале голос за кадром. Хочется думать, что Олгрен нашел свою малую долю покоя, ту, что ищем мы все. Но находят лишь очень немногие. Я понимаю, это такая красивая концовка, но опять же то, что он остался в живых, снова выглядит нелепо. Как сказал Кацумото, ты готов умереть, но время твое не пришло. Фильм вроде как исторический, хотя и не совсем на реальных событиях. 20 лет назад он мне показался какой-то фантастикой. Ну, так не бывает. С тех пор, не знаю, наверное, сотни фильмов посмотрел. Поэтому привык, что небылица в интересных фильмах явление частое. И это совсем неплохо. «Последний самурай» сейчас смотрится проще и понятнее. На этом на сегодня все. Всем здоровья и удачи. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Всем пока. Пока.